Делаем кольцо из нити. Вяжем 3 воздушные петли подъема. И в кольцо мы провязываем 14 столбиков с накидом. Вяжем 14 столбиков с накидом в кольцо. То есть в ряду у нас должно быть 15 столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема мы считаем за 1 столбик. Провязали. Далее мы затягиваем кольцо. И замыкаем ряд с соединительным столбиком в третью воздушную петлю подъема. Далее мы вяжем одну воздушную петлю подъема. Далее, посмотрите, мы вводим крючок в следующую петлю за переднюю стенку петли. Вытягиваем петлю. Рабочей нитью обвиваем эти петли вот таким образом. И провязываем столбик без накида. Вершинку этого столбика нам нужно отметить маркером. Посмотрите, вот у нас воздушная петля подъема. Вершинка столбика без накида у нас немного спрятана. Отмечаем эту петлю маркером. Вводим крючок в следующую петлю за переднюю стенку петли. Вытягиваем петлю. Обвиваем эти петли рабочей нитью. И провязываем столбик без накида. Вводим крючок за переднюю стенку следующей петли. Вытягиваем петлю. Посмотрите, ниточкой мы обвиваем эти петли. И провязываем столбик без накида. Вводим крючок за переднюю стенку следующей петли, вытягиваем петлю, обвиваем эти петли и провязываем столбик без накида. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Посмотрите, я довязала этот ряд почти до конца. Довязываем 15 столбик без накида за переднюю стенку петли. Не довязываем этот столбик до конца. Посмотрите, вот у нас воздушная петля подъема. И вот вершинка первого столбика без накида. Воздушную петлю подъема мы пропускаем. Открепляем маркер. Вводим крючок за заднюю стенку петли самого первого столбика без накида. И провязываем соединительный столбик через все петли на крючке.
Далее, посмотрите, мы вводим крючок с изнаночной стороны под обе петли первого столбика без накида. Вот таким образом. И вытягиваем эту петлю на изнаночную сторону. Затягиваем. И подтягиваем эту петлю. Смотрите, с изнаночной стороны у нас остались задние стенки столбиков с накидом первого ряда. При вязании следующего ряда мы будем вводить крючок под эти петли. Вот таким образом. Итак, посмотрите, ниточку мы располагаем вот таким образом. Вводим крючок за заднюю стенку петли и вытягиваем петлю через все петли на крючке. Вяжем 2 воздушные петли подъема. И далее в каждую петлю до конца ряда мы будем провязывать по 2 столбика с накидом. Первую прибавку мы выполним в конце ряда, то есть довяжем еще один столбик с накидом в эту петлю. Итак, вводим крючок за заднюю стенку петли и провязываем 2 столбика с накидом. В следующую петлю также провязываем 2 столбика с накидом. И таким образом мы вяжем по 2 столбика с накидом в каждую петлю. Столбики мы провязываем за заднюю стенку петли столбиков с накидом первого ряда. Довязали ряд почти до конца. У меня получилось 29 столбиков с накидом, включая воздушные петли подъема. И еще один столбик с накидом мы довязываем в конце ряда. Крючок мы вводим вот под эти 2 петли. И далее мы замыкаем ряд соединительным столбиком в воздушную петлю подъема. Ряды из столбиков без накида у нас все время вяжутся одинаково. Давайте провяжем вместе их еще раз. Итак, вяжем одну воздушную петлю подъема. Вводим крючок в следующую петлю за переднюю стенку петли. Вытягиваем петлю. Обвиваем эти петли. И провязываем столбик без накида. Вершинку этого столбика отмечаем маркером. Вот у нас воздушная петля подъема, а это вершинка столбика без накида. Вводим крючок в следующую петлю за переднюю стенку петли, вытягиваем петлю, обвиваем эти петли и провязываем столбик без накида. Вводим крючок в следующую петлю за переднюю стенку петли, вытягиваем петлю, обвиваем эти петли
и провязываем столбик без накида. И так мы вяжем до конца ряда. Я связала 29 столбиков без накида. Далее довязываем 30 столбик без накида. Обвиваем петли на крючке. Далее мы открепляем маркер. Воздушную петлю подъема мы пропускаем. И в вершинку самого первого столбика без накида за заднюю стенку петли мы вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Далее вводим крючок с изнаночной стороны под обе стенки петли самого первого столбика без накида. И вытягиваем петлю на изнаночную сторону. Подтягиваем эту петлю и вяжем следующий ряд. Располагаем ниточку вот таким образом. Вводим крючок за заднюю стенку петли столбиков с накидом. И протягиваем петлю через петли на крючке. Вяжем 2 воздушные петли подъема. В этом ряду мы будем выполнять прибавки через одну петлю. Каждый ряд из столбиков с накидом мы будем начинать с прибавления и провязывать по 2 столбика с накидом. Только второй столбик с накидом мы будем довязывать всегда в конце ряда. В следующую петлю за заднюю стенку петли мы провязываем 1 столбик с накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. В следующую петлю вяжем 1 столбик с накидом. В следующую петлю вяжем 2 столбика с накидом. И таким образом мы вяжем до конца ряда. Выполняем прибавление через одну петлю. В этом ряду у нас должно получиться 45 столбиков с накидом, включая воздушные петли подъема. Я провязала 44 столбика с накидом. И далее нам нужно довязать самое первое прибавление, то есть провязать 45 столбик с накидом. Посмотрите, этот столбик мы провязываем вот под эти петли. Довязываем 45 столбик с накидом. И замыкаем этот ряд в воздушную петлю подъема. И таким образом мы продолжаем вязание. Все ряды из столбиков без накида мы вяжем одинаково, а в рядах из столбиков с накидом мы выполняем равномерные прибавки. То есть в первом ряду из столбиков с накидом у нас было 15 столбиков, в следующем ряду мы вязали 30 столбиков, в этом ряду мы вязали 45 столбиков, в следующем ряду из столбиков с накидом у нас будет уже 60 столбиков, и прибавки мы будем выполнять через 2 петли. Прибавление мы делаем по такому же принципу.
В первом ряду мы связали 15 столбиков с накидом. В следующем ряду с прибавками мы выполняли прибавки в каждую петлю. В следующем ряду мы делали прибавки через одну петлю. Далее мы будем делать прибавки через 2 петли, через 3 петли и так далее. То есть в каждом ряду из столбиков с накидом у нас всегда прибавляется по 15 столбиков. Воздушные петли подъема мы считаем за 1 столбик. Я самостоятельно провязала ряд из столбиков без накида. И посмотрите, вот мы вяжем ряд из столбиков с накидом. Мы начинаем ряд с прибавления, только эту самую первую прибавку мы довязываем в конце ряда. Далее мы провязываем 2 столбика с накидом и в следующую петлю выполняем прибавление, провязываем 2 столбика с накидом. Снова вяжем 2 столбика с накидом и в следующую петлю выполняем прибавление, провязывая 2 столбика с накидом. В следующем ряду из столбиков с накидом мы будем выполнять прибавление уже через каждые 3 петли. Далее через каждые 4 и так далее. Таким образом можно связать круг абсолютно любого размера из любой пряжи. Посмотрите, какое объемное и интересное получается полотно. Таким образом можно связать декоративные салфетки, подставки под горячее и даже ковер. Если вам понравился этот мастер-класс, напишите, пожалуйста, комментарий. Ваши отзывы вдохновляют меня на создание новых видео. Желаю вам хорошего дня и до новых встреч на моем канале.